Всем привет, я Наталья, и вы на моем канале о вязании. В этом видео предлагаю вам связать вместе со мной вот такую симпатичную маленькую сумочку на длинном ремешке, который носится через плечо. Очень быстро вяжется, буквально за один вечер можно связать такую сумку. Расход на такую сумочку 100 грамм джутовой нити толщиной 2 мм. У меня трехниточный джут. Толщина его 2 мм. Размеры сумки 16 сантиметров в ширину и 20 сантиметров в высоту. Для вязания такой сумки нам понадобится крючок номер 5, ножницы, игла широким ушком, сантиметровая лента и маркер обозначать начало вязания. Вяжется одной деталью снизу вверх. Очень простой, цветочный, красивый узор, несложный. Повторяем буквально раппорт узора 2 петельки, и повторяется он с каждым рядом один и тот же. И довязываем к сумочке ремешок. Начнем вязать. Для вязания сумки набираем цепочку из 20 воздушных петель. Делаем установочную петлю и набираем 20 воздушных петель. Набрали 20 воздушных петель и во вторую петлю от крючка, первая, вторая, провязываем столбик без накида. Провязали, берем маркер и вешаем на этот первый столбик. Это наше начало ряда будет. И дальше по цепочке провязываем 17 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый столбик, пятый столбик. Вяжем 17 столбиков без накида по цепочке в каждую воздушную петельку начальной цепочки. Провязали 17 столбиков без накида и в последнюю петлю, воздушную петлю в цепочке, делаем прибавку. Вяжем 3 столбика без накида. Первый. Сюда же провязываем второй столбик без накида. И сюда же провязываем третий столбик без накида. Провязали. Развернулись на другую сторону овального донышка и начинаем вязать по цепочке, так же как мы вязали с этой стороны, заводя крючок в каждую воздушную петельку в ряду, вяжем по этой цепочке 17 столбиков без накида. И сразу будем ввязывать хвостик нити, прикладываем его, заводим крючок под воздушную петельку и провязываем столбик без накида. Первый, дальше второй, третий, в те же основания, в котором мы провязывали по другой стороне, заводим крючок и также вяжем столбики без накида. Всего вяжем 17 столбиков. Провязали 17 столбиков без накида. Хвостик вот этот можно убрать и обрезать его. Мы его ввязали. 17 столбиков без накида. И в самую первую петельку, в которой мы провязали первый столбик, вот он у нас под маркером, довязываем еще 2 столбика без накида. В то же основание заводим крючок и вяжем первый столбик,
И сюда же провязываем второй столбик. Здесь у нас получается тоже прибавка из 3 столбиков без накида. Первый столбик мы провязали в самом начале, он у нас под маркером. И 2 столбика довязываем сейчас. Провязали донышко для сумки. И сейчас будем соединять ряд и переходить на второй ряд и вязать его уже нашим цветочным узором. Для соединения ряда вытягиваем петельку на крючке подлиннее, снимаем маркер начала ряда. Давайте хвостик обрежем, чтобы он не мешался. С изнаночной стороны в петельку, которая была под маркером, заводим крючок, берем петлю и протягиваем ее через петельку. Снимаем с крючка, заводим крючок под перемычку, которая получилась при заведении петли в петлю, одеваем петлю на крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем рабочую нить через петли. Соединили ряд в круг, делаем воздушную петлю подъема и начинаем вязать узором. Узор очень простой, вяжется абсолютно несложно, с каждым рядом повторяются просто одни и те же действия. В первую петлю в ряду заводим крючок и провязываем столбик без накида. Вешаем на него маркер, обозначили начало ряда. В эту же петлю провязываем второй столбик без накида. Дальше пропускаем одну петлю и в следующую провязываем первый столбик без накида. И сюда же провязываем второй столбик без накида. Следующую петлю пропускаем и в следующую провязываем столбик без накида 1 и сюда же провязываем второй столбик без накида. Дальше петлю пропускаем и в следующую провязываем 2 столбика без накида, первый и второй. Дальше петлю пропускаем и в следующую провязываем 2 столбика без накида. Провязали, пропускаем петлю, в следующую провязываем 2 столбика без накида. Снова пропускаем петлю и в следующую 2 столбика без накида. Пропускаем петлю, в следующую 2 столбика без накида. Как видите, совершенно несложно. Одну петельку пропускаем и в следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. Провязали. Дальше снова петлю пропускаем, в следующую провязываем 2 столбика без накида. В этом ряду мы уже не делаем прибавок для разворота. Мы просто вяжем ряд узором, который я сейчас показываю. Пропускаем одну петлю и в следующую провязываем 2 столбика без накида. Пропускаем, в следующую вяжем 2 столбика без накида. Продолжаем так вязать до конца ряда. Одну петельку пропускаем, в следующую провязываем 2 столбика без накида. Довязываем до конца ряда. Довязываем до конца ряда наш узор.
провязали 2 петли, 2 столбика без накида в одно основание, и последняя петелька у нас остается в ряду не провязанная. Вытягиваем петлю и соединяем ряд в круг. Снимаем маркер начала ряда, заводим крючок с изнаночной стороны под петельку, которая только что была под маркером, одеваем петлю на крючок и вытягиваем ее на изнаночную сторону. Вытянули крючок под петлю, под перемычку петли, которая только что образовалась. Дальше одеваем петельку на крючок, подхватываем рабочую нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Вытянули, соединили вязание в круг и переходим на следующий ряд. Следующий ряд вяжется точно так же, как мы провязывали этот ряд. Мы вяжем 2 столбика без накида в одно основание, дальше пропускаем одну петлю, в следующую вяжем 2 столбика без накида в одно основание, пропускаем одну петлю и так продолжаем вязать до конца ряда. Делаем воздушную петлю подъема и в то же основание, в которое мы соединяли ряд, заводим крючок и провязываем 2 столбика без накида. На первый вешаем маркер. Сюда же провязываем второй столбик. Следующую петлю мы пропускаем. Следующую вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Следующий пропускаем. И в следующий вяжем 2 столбика без накида. Пропускаем петлю, в следующую вяжем 2 столбика без накида. Пропускаем петлю, в следующую 2 столбика без накида. Пропускаем, в следующую 2 столбика без накида. Пропускаем, в следующую 2 столбика без накида. Пропускаем, в следующую 2 столбика без накида. И так повторяем до конца ряда. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем 2 столбика без накида. Довязываем до конца ряда. Довязываем узор до конца ряда. Провязываем последний раппорт узора. 2 столбика без накида в одно основание и петельку пропускаем. Последняя петля в ряду у нас получается всегда не провязанной. Вытягиваем ниточку на крючке подлиннее и соединяем вязание в круг. Снимаем маркер с начальной петли, заводим крючок в эту петлю с изнаночной стороны, одеваем петлю на крючок, вытягиваем на изнаночную сторону, снимаем с крючка и крючок заводим под перемычку, которая только что образовалась. Возвращаем петлю на крючок, подхватываем рабочую нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Делаем воздушную петлю подъема. И смотрите, что у нас получается. После того, как мы провязали с вами первый ряд донышка с прибавками, у нас получилось всего в ряду 40 столбиков без накида. Раппорт нашего узора составляет 2 петли. И всего у нас получается в ряду, когда мы вяжем наш узор, 20 раппортов. То есть 20 раз мы повторяем узор, состоящий из 2 столбиков без накида в одно основание и 1 пропущенной петли. Считайте свои раппорты в ряду, чтобы не запутать себя.
И еще один нюанс. В начале ряда для нас очень важна петелька, которую мы в начале ряда помечаем маркером. В нее мы делаем соединение ряда, и в нее же начинаем провязывать наш самый первый раппорт. То есть в нее мы провязываем первые 2 столбика без накида. Вот она, эта петля. Вот, в нее мы делали соединение, она у нас была в начале ряда под маркером, и в нее сейчас провяжем 2 столбика без накида. Вяжем первый, вешаем маркер на эту петлю, сюда же провязываем второй столбик. Дальше петлю мы пропускаем и в следующую провязываем 2 столбика без накида. Петлю пропускаем, в следующую вяжем 2 столбика без накида. Провязали, петлю пропускаем, в следующую вяжем 2 столбика без накида. Пропускаем петлю, в следующую 2 столбика без накида. Пропускаем петлю, в следующую 2 столбика без накида. Пропускаем петлю и дальше вяжем следующий раппорт. И так повторяем до конца ряда. Вяжем 2 столбика без накида в одно основание, следующую петельку пропускаем. И снова 2 столбика без накида в одно основание. И следующую петельку пропускаем. Вяжем так до конца ряда. Довязываем последний раппорт узора в этом ряду. Провязываем 2 столбика без накида в одно основание. И последняя петелька у нас остается не провязанной. И делаем соединение вязания в круг. Точно так же, как делали в предыдущих рядах, вытягиваем чуть-чуть петлю, крючок под петлю, которая была под маркером, одеваем петельку и вытягиваем ее наизнанку. Вытянули, снимаем крючок с петли, заводим его под перемычку и возвращаем петлю на крючок. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем на лицевую сторону. Делаем воздушную петлю подъема. И еще один нюанс, который у нас возникает при вязании сумочек по кругу. С каждым новым рядом начало нашего вязания смещается в сторону. В конкретном случае, в данном конкретном случае, при таком соединении, которое делаем мы, и при таком начале ряда, наше начало вязания будет смещаться правее. То есть, смотрите, мы начинали вязать, наше начало ряда было здесь. И с каждым новым рядом оно постепенно уходит в сторону правее. И так будет дальше уходить. Поэтому не пугайтесь, вяжите спокойно. Это вполне нормальный процесс. И начинаем новый ряд. Заводим крючок в петлю, которая у нас была под маркером и в которой мы делали соединение ряда. Провязываем сюда 2 столбика без накида. На первый вешаем маркер. Пропускаем петлю и повторяем раппорт. 2 столбика без накида в одно основание. И следующую петлю пропускаем. И дальше так повторяется. С каждым новым рядом один и тот же узор, состоящий из 2 петелек. В одну петлю мы провязываем 2 столбика без накида, вторую петлю мы пропускаем. Соединение ряда у нас в каждом ряду точно такое же. И узор постоянно повторяется. Вяжем дальше нашу сумочку на необходимую вам высоту. Я буду вязать 18 сантиметров, то есть от донышка до нужной мне высоты должно быть 18 сантиметров провязано. Вяжем дальше
таким узором самостоятельно. 2 столбика без накида в одно основание, петельку пропускаем, снова 2 столбика без накида в одно основание, петельку пропускаем и повторяем до конца этот ряд и на высоту 18 сантиметров. Довязываем до конца ряд узором. Я провязываю последний раппорт. 2 столбика без накида в одно основание и пропущенная петелька. Соединяем вязание в круг. И делаем воздушную петлю подъема на другой ряд. После провязывания 18 сантиметров при моей плотности вязания у меня получилось 24 ряда. И сейчас мы вяжем следующий ряд. Уже не узором, мы провязываем столбики без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Воздушную петлю подъема сделали. И в петлю, которая была под маркером, провязываем первый столбик без накида. Провязали, вешаем маркер. И дальше по всему ряду просто вяжем столбики без накида. Всего у нас в ряду должно получиться 40 столбиков. Довязываем ряд до конца, до маркера, столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Всего 40 столбиков. Провязали ряд столбиками без накида, всего 40 столбиков. И соединяем вязание в круг. Снимаем маркер. Крючок с изнаночной стороны в петлю под маркером, одеваем петельку, вытягиваем на изнаночную сторону. Соединили ряд и делаем ряд обвязки. Воздушная петля подъема, с изнаночной стороны на лицевую в петлю, которая была под маркером, заводим крючок и выводим его в следующую петлю на изнаночную сторону. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем через 2 петли и протягиваем через петлю на крючке. Дальше с изнаночной стороны на лицевую заводим крючок под косичку столбика. Под следующую косичку выводим на изнаночную сторону, подхватываем рабочую нить, вытягиваем через эти 2 петли и сразу через петлю на крючке проводим. С изнаночной стороны на лицевую крючок в следующую косичку на изнаночную сторону, подхватываем рабочую нить и вытягиваем ее через петли на крючке. Дальше снова с изнаночной стороны на лицевую в петлю, из которой выходит рабочая ниточка. Заводим крючок под следующую петлю, подхватываем рабочую нить и вытягиваем через все петли на крючке. Снова с изнаночной стороны в петлю, из которой выходит рабочая ниточка, в следующую петлю на изнаночную сторону и рабочую нить протягиваем через все петли на крючке.
Делаем обвязку сумочки. Снова с изнаночной стороны на лицевую крючок под петельку, из которой выходит у нас рабочая нить. Вот сюда. Заводим крючок. Под следующей петелькой выводим крючок на изнаночную сторону, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. И дальше повторяем. Делаем ряд обвязки до конца ряда. Завершаем обвязку сумочки. Вытягиваем ниточку. И рабочую нить можно отрезать уже. Протягиваем нить через петлю. Нам осталось только соединить красиво начало и конец этого ряда. Берем иголку с широким ушком, заправляем нить в иглу, находим самый первый столбик, который мы провязывали в ряду. Вот у нас подъемная петля, сразу за ней подъемный столбик. Заводим иглу под косичку столбика и вытягиваем на изнаночную сторону. Вытянули, подтягиваем немножко и возвращаем иголку в то же основание, откуда у нас выходит ниточка. Вот она у нас отсюда выходила. Мы ее протянули через петлю, через косичку столбика и возвращаем ее обратно в центр и сразу на изнаночную сторону. Закрыли красиво вязание. И сейчас хвостик нити можно спрятать на изнаночную сторону. Заводим нить под ножки столбиков. Немножко опускаемся. Дальше немножко в сторону. Под ножки столбиков, под петельки. Прячем ниточку на необходимую, на нужную, как вы считаете, вам длину. После того, как спрятали этот хвостик нити, ниточку обрезаем. И основная часть сумочки у нас с вами готова. Вяжем ремешок для сумки. Оставляем хвостик нити, чтобы потом ремешок можно было пришить к сумочке. Делаем установочную петлю и набираем 2 воздушные петельки. Первая и вторая петля. Во вторую петлю от крючка, первая, вторая, провязываем столбик без накида. Провязали. Дальше заводим крючок под крайнюю ножку столбика, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снова подхватываем рабочую нить, провязываем 2 петли. Снова крючок заводим под крайнюю ножку столбика, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее, снова подхватываем, провязываем 2 петли на крючке. Крючок снова под крайнюю ножку столбика, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снова подхватываем рабочую нить, протягиваем через 2 петли на крючке. Под крайнюю ножку столбика заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, снова подхватываем рабочую нить, протягиваем через 2 петли на крючке. И повторяем все. Крючок под крайнюю ножку столбика,
Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Снова подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли на крючке. И продолжаем дальше так вязать на необходимую нам длину ремешка. Я обычно вяжу ремешок на длину от 100 до 120 сантиметров. Длиннее вязать ремешок не советую, потому что в процессе эксплуатации он растянется, 100% растянется. Что изначально слишком длинный делать не стоит. Продолжаем вязать ремешок для этой сумочки. Вяжется он достаточно легко и быстро. Довязываем необходимое количество, необходимую длину ремешка. Я провязала свой ремешок длиной 110 сантиметров. И ниточку можно обрезать с учетом того, что мы будем пришивать ее к сумке. Оставляем длину и фиксируем нитку вот таким узелком. Ремешок готов, его осталось только соединить с сумочкой. Пришиваем ремешок к сумке. Нам понадобится игла с широким ушком. Заправляем хвостик нити в иголку. Берем сумку, находим, складываем ровно пополам, находим ее боковые части. И прикладываем ремешок к боковой части сумки. Я буду пришивать по лицевой стороне сумку вот таким образом. Приложили, берем иглу и просто аккуратненько соединяем ремешок с сумочкой. Цепляем на ремешке петельку и цепляем петельку на сумке. Снова на ремешке петельку и петельку на сумке. С одной стороны дальше в центр верхней части выводим на другую сторону ремешка. И с этой стороны точно так же буквально несколько стежков за петельку на ремешке и за петельку сумочки. Снова за петельку на ремешке и за петельку на сумочке. Просто соединяем их друг с другом. После того, как соединили, оставшийся хвостик, буквально несколько стежков, заправляем подножки столбиков.
И все, ремешок у нас пришит к сумочке. Хвостик нити можно обрезать. И с другой стороны ремешок к сумке пришивается точно так же. Также расправляем ее, находим центр боковинки и также прикладываем и пришиваем с другой стороны. Если вы не хотите пришивать ремешок, можно соединить его с сумкой карабинами. Меня несколько раз уже спрашивали, каким образом я прикрепляю карабины к сумке. Это вообще очень легкий процесс, несложный. Я покупаю разъемные карабины. Принцип работы. Вот, отжимается замочек, заводится острая часть карабина в то место, которое вам необходимо присоединить ваш ремешок, и все. Собственно, здесь ничего такого сложного нет. У меня, правда, карабин сейчас совсем другого цвета, не подходящего к этой сумке. Я просто показываю, как его прикрепить, если кто-то будет сажать на карабин. И если вы сажаете на карабин, то вам нужно будет этот ремешок пришить просто к карабину. Также на иголку вставляете нить в иголку и несколькими стежками соединяете ремешок с карабином. Мы с вами связали сумочку красивым цветочным узором, связали к ней ремешок, соединили их вместе, и по желанию к сумочке можно добавить магнитную кнопочку или застежку. И наша красивая летняя сумочка, которую можно связать буквально за один вечер, готова. Спасибо, что вязали вместе со мной. До встречи в новых видео.